Добрый вечер, здравствуйте. Рада вас всех видеть. Прогноз по странам. Посмотрим, что будет интересного. Тронуты основные страны, да, то есть я не знаю потом, как более такие мелкие будем ли мы затрагивать. Я буду смотреть, что показывают, да, все как обычно. Вообще, да, то есть это спад экономики в некоторых странах очень-очень мощный, то есть прям вот мощный, вот честно. То есть в особенности это в странах, которые были богатыми, грубо говоря, то есть это у нас такие процветающие страны, вот в них будет сильный-сильный сбой. Поэтому сейчас посмотрим, что вообще такое. То есть по катаклизмам и всему остальному я тоже прохожусь, но если будут показывать, я все равно буду говорить, естественно, да? Так, смотрим. Первый у нас был запрос на Молдову, я видела. Сейчас, подождите. Так, такое ощущение, как будто будет введено какое-то военное положение. То есть, потому что для меня, насколько показывают, то здесь идет, ну, скажем так, бутсы, да, но бутсы у нас везде почти будут. То есть это, скорее всего, какое-то вот либо военное положение, либо будут какие-то, ну, показывают, огонь горит. То есть это может быть какие-то стычки. Вот, и, то есть, естественно, будут тогда каких-то военных туда привлекать. Еще, то есть люди за руки здороваются, то есть это будут договора, то есть договора интересные, но для меня, я вам скажу так, то есть такое ощущение, как будто страну будут продавать. То есть говорю это напрямую, да, поэтому так. То есть для меня как продажа. Ну, как продажа, да, то есть все равно простому народу это не так покажут все. И, по всей вероятности, резкие перепады температуры, потому что пока сначала вот прям вот как будто траву заливает все дождем, да, а потом показывают высохшее. Так, это у нас была Молдова. Дубай практически ничего не задевает, насколько я вижу. Единственное, что мне показывают сейчас в Дубае, да, смотрите, здесь какая картинка пошла. Здесь немножко будет торможение на границах. То есть вот этого движения такого, что свободный вылет или что-то еще, немного как призатормаживают. Не закрывают полностью, но вот именно как тормозят. Так, это одно. Следующее в Дубае. Здесь, скорее всего, кто-то уйдет на ту сторону. Вот из правителей. И тоже какие-то новые договора. Но черная, ну понятно, да, то есть с нефтью тоже связано очень много будет. Так, еще Дубай говорят обрушение. Обрушение какого-то из высотных зданий, очень высоких зданий, то есть как обрушение идет. Так, большой огонь, большой пожар еще возможен. Тоже я сейчас так коротенько, да, то есть основные события, которые более-менее так показывают. Так, Дубай, окей, Казахстан. Стычки для меня как правительственные стычки, то есть вот как люди, да, вот правительство, и там стычки, то есть прям вот вы, извините меня, прям с распусканием рук просто-напросто. Казахстан вас тоже там частями хотят продать, что ли? Потому что показывают, как будто кусок какой-то, будет попытка его, знаете, так вот. И говорю, это так все хитро сделано, потому что прям лисами бегают. Какую-то как будто часть пытаются отдать. Может быть, скажут в аренду или что-то такое, да, но здесь идет вот как будто попытка вот именно Казахстану где-то часть отдать. Зима холодная. Люди пострадают, то есть здесь идет именно, что по стенам показывают лед. То есть это вот в холодных местах, по всей вероятности, будет вот такой вот, что отопления не будет. Трубы прорывает, говорит. Следующий момент, то есть степь горит, то есть это большой, будет еще и пожар тоже. Ну, говорить о том, что там выйдут реки из границ, да, но это всегда так, то есть это каждую весну этот подъем идет, поэтому такого прям глобального страшного нету.
Больше ничего пока. Так. Польша. Польша – это со стороны границы. Я не помню, там чем граница. На карту открыть. Идет опять как натиск какой-то. Такая ситуация уже была, и это повторение событий. Так, Польша, вот вы как раз начинаете задевать, у вас начинает задевать именно повышение налогов, то есть прям показывает, что взлетят. Какие-то странные два закона будут выведены. Двойка и закон. И еще какой-то момент, то есть как будто, вы знаете, показывают тоже как фермеры или что-то, и у них отбирают. То есть вот я не скажу, что прям отбирают землю, тут больше вот со скотом связано что-то. Так, и еще какое-то здание, то есть я так думаю, что это в большом городе. И тоже старое здание, то есть большое старое здание, но это не музей какой-то, там, по-моему, люди даже проживают, либо находятся. То есть, и, как, знаете, тоже пожар, но странный, как вот с окна лава бежит, да, то есть вот такое что-то. То есть там какой-то вот такой момент просто здесь, ну, картинка была, вот показывают, как лава с окна. Больше ничего, пока ничего. Литва. Только один момент, ну, может, сейчас больше будет. То есть пока момент, знаете, как у человека коленки, дырки на коленках. То есть это тоже обдираловка народа. И почему-то пустые дома. То есть как много пустых домов. Наверное, продать не смогут люди, потому что здесь идет, я так больше чем уверена, что это вот именно связано с тем, что денег нет. Больше ничего. Так, еще, я так думаю, что страны Прибалтики, ну, по крайней мере, Литва, идет как, потому что Литву смотрела, да, как тоже какие-то договора, то есть потому что тоже вот эти вот вспышки фотоаппаратов, всего остального, то есть с кем-то договариваются, то есть изменение политической какой-то арены, там какие-то будут сдвиги. Испания. Так, Испания, а у вас что-то изменится, связанное с призывом, то есть с армейскими призывами. И слово «эпидемия». Я не говорю тоже о глобальном, потому что это как-то как будто не глобальное что-то. Ну, в общем, эпидемия какая-то тоже будет. Так, следующий момент. В бутылках вода синеет. То есть это либо отравление, либо какие-то вот добавки будут такие не очень хорошие именно в воду. Вообще Испанию будет немного качать. Пока как страна качается. Ты не знает, в какую сторону двигаться, как говорится. Так, больше пока ничего. Так, дальше идем. Казахстан был, Узбекистан. Слова разрушение старых стен. Самое интересное, что тоже, наверное, это связано с политической ареной, я так думаю, потому что когда смотришь, вот стены показывают, они ровные. Ну, там, я не знаю, что это за стены такие, я не была в Узбекистане никогда. Но вот разрушение старых стен тоже вполне вероятно, что будут изменения вот на политической арене. Кстати, вот следующий год будет в этом плане очень такой бурный. И у вас еще показывают какую-то Узбекистан, да, какая-то известная персона, то есть как пена изо рта. То есть у меня это либо отравление, да, то есть, но будет тоже греметь достаточно громко. И к вам еще слова такие, я не знаю, в Узбекистане вообще снег есть, но слова такие: выпадет снег там, где его не было. Дальше идем. Франция. Какие-то договора партнерские, много притом. То есть как Франция пытается еще где-то, ну, я бы сказала так, всплыть, но здесь результата не будет. То есть будет совершена ошибка. То есть с кем-то вот именно договор, но будет очень большая ошибка с какой-то из стран. И, честно говоря, наверное, будет очень много грязи. У вас и так там не так уж и чистенько, да, как говорится, но здесь показывают, что прям вот как тонет, как говорится, в грязи, то есть в свалке.
И тоже слова «борьба за власть». Там показывают как две, видно, партии какие-то, которые прям вот между собой. Но у одной, по всей вероятности, сейчас мало процента, то есть на данный момент. Вот она прям взлетит у вас. Даже вспышки, тоже огонь прям на улицах, то есть вот как люди как поднимаются. Но для меня, знаете, честно вам скажу, то есть для меня это больше вот такие вот беженцы, которые вот сирийские страны, ну оттуда. То есть, потому что я не вижу там белых людей. Дальше идем. Ирландия. Ничего особенного не вижу, только идет какое-то заторможенное состояние, практически без движения. Так, Ирландия, все равно, а у вас идет какое-то объединение между людьми, то есть люди за руки берутся и как в круг становятся, то есть это вот соединение, да, то есть более такие, начинается какое-то общение, что ли, не знаю, то есть либо же, чтобы удержаться как-то на плаву. Блин, вот эта сырость, аж нос замерзает. Так, еще в Ирландии закроется для меня какое-то производство, которое было очень-очень старым. То есть там больше 150 лет, что ли, оно как производство было. То есть оно показывает, что закрывается. И люди как типа митинг ходят. Так, дальше идем. Есть ли смысл в Германии покупать недвижимость? Насчет рынка недвижимости именно в европейских странах, ну не только в европейских, я думаю, вы сейчас тенденцию увидели, да, вот этого роста и всего остального. Смотрите, то есть этот пузырь тоже уже так набрался, как говорится, да, то есть цены не вообще нереальные. Поэтому скоро может этот рынок так взорваться просто-напросто. Так, дальше идем. Норвегия. А у вас там что-то найдут интересное. То есть это, я не знаю, как там золотодобыча или что-то, но показывают, как вот именно копают. То есть и как что-то найдут, какие-то ископаемые. Так, и еще в Норвегии кто-то из Норвегии получит премию. То есть для меня это премия, ну как кубок, да. Вот как человек, ну я не знаю, это... То есть это, скорее всего, с чем-то научным связано. Так, и тоже будет, то есть со спортом много очень будет связано именно в Норвегии. То есть как подъем спортивного такого момента. То есть что там будут победы. Украина. Военные действия не прекращаются. Затихание небольшое есть, но это небольшое. То есть сказать, что она прям закончится война, там нет. Ребят, нет, сори. Усталость уже определенная. Еще смотрите, то есть здесь идет, что какая-то часть все-таки людей будет, как ни странно, возвращаться. Не вижу я много, честно вам скажу здесь. Тоже вот эти вот законы, какие-то вот драки прям в Думе там у вас, то есть у вас, по-моему, как там называется, не помню. То есть вот такие какие-то вещи происходят, и тоже какой-то выпуск закона. У вас там кого-то уберут. И уберут, скажем так, не совсем законным способом, да? Связано это больше с политикой. И еще у вас там тоже кто-то погибнет. Для меня как большая авария. То есть как человек погибнет, достаточно известный. Такой момент. Честно, пока ничего больше не вижу. В Нидерландах затопление, катаклизмы, иммигранты. Так, смотрите, вот это вот эти вещи. То есть я затопление сейчас гляну. Но вообще я бы, наверное, по отдельности посмотрела. Сейчас, подождите. Финляндия еще тоже гляну сейчас, Финляндию. Так, затопление, подъем воды будет, да, будет. И мне очень холодно. То есть это либо ранняя весна, либо это будет поздняя осень. Есть. И еще показывают какую-то плотину. То есть для меня как плот, который вот просто по воде несется. Что там будет сносить очень так серьезно. Не знаю, что это такое.
или как леса, что ли, по воде спускают. То есть вот такой какой-то еще прям, как знаете, не просто вот что вот, а как упустили, блин, как бы это объяснить? Ну, скажем так, потеря леса. Вот так бы я, наверное, сказала. Так, Финляндия. Опять пожар. Так, смотрите, какой-то большой пожар. То есть, но здесь, знаете, чем интересно? То есть город, в котором этот пожар будет, у него то ли какие-то здания известные, ну, как старинные, да, вот так по кругу стоят. Там как будто в центре это горит. Так, следующий момент скачок. И смотрите, здесь пока что-то связанное с молоком. То есть как будто тоже как отравление, но что-то вот с молоком именно связано. То есть как изъятие. То есть как убирают вот именно там, с магазинов со все это, вот именно какую-то марку. И запах хлорки пошел. То есть это, наверное, скорее всего, что с отравлением тоже связано. Так, Германия. Так, Германия, теракты. И, ну, я Кёльн-на-Дом просто хорошо знаю, но где-то там в Кёльне. Скорее всего, это Кёльн. То есть там такие прям вот взрыв большой. Я, конечно, могу ошибаться насчет города, потому что они очень похожи, но Кёльн-на-Дом, конечно, его показали. И какое-то воровство, то есть тоже какого-то исторической какой-то вещи. Так, следующий момент тоже будет в правительстве, то есть будет как нападение на людей, то есть которые находятся в правительстве. Так, сейчас такой грандиозный момент, то есть это когда электростанция вдруг перестает работать, грубо говоря, да, то есть там какая-то большая авария, связанная с электростанцией, потому что показали, город потемнел, как свет отключился. Еще момент, то есть тут Германия бурная будет в следующем году. Так, следующий момент, это у нас показывает аэропорт и горят. Время холодное, скорее всего, зимой будет. Так, сейчас не буду смотреть катастрофы, да, там, потому что тоже будут, но это мы отдельно возьмем. То есть сейчас вот такое вот основное. Друзья мои, не забываем, пожалуйста, ставить лайки. Так. Шотландия. С лесом тоже связано больше. Для меня идет такой, знаете, как этот. Во-первых, показывают холмы, которые горят. Это первое, да. Ну, как-то горят не вот прям огонь, а вот ползет по земле. Это одно. А следующий момент показали, это лес, который вот, за которым как бы перестали ухаживать, что ли. То есть, что невозможно пройти. И какое-то болото, вот прям запах болота резко. То есть это вот как-то спускают на, там, что типа пускай само все растет и развивается. И следующее для меня показывает, это олени. Я не знаю, у вас там вообще олени есть. Наверное, по идее должны быть. Которые падают. То есть это болезнь. То есть у животных будет какая-то болезнь. Тоже слова громкие похороны. То есть это говорит о том, что тоже кто-то у вас там такой прям громкие похороны. Кто-то уйдет. Беларусь. В старом мире все без изменений. Вот такие слова. Так, какие-то действия со стороны Беларуси я, честно говоря, не вижу. Идут разговоры. То есть вот болтовня, разговоры, да, и показывают как зайца. То есть заяц это в основном, да, скачу вперед, но потом делаю шаги назад, где-то прячусь. То есть это разговоры, которые пустые. То есть чтобы там не обещалось, не делалось, то есть делаться ничего не будет. Там на вашего батьку какой-то компромат вылезет прямо наружу в интернете. И что-то с женщинами связано.
Румыния. А вот у Румынии какой-то сдвиг в плане строек. То есть прям вот одно за одним здание как будто возводится. Работы больше, зарплаты меньше. Налоги. Тоже подъем. Так, теперь показали воду. То есть, ну, это озеро, скорее всего, какое-то. Я не знаю, что за озера. То есть, смотрите, это как два озера рядом для меня. То есть, как два источника. Экологическое что-то будет. То есть, там идет для меня, как находят в ней, в этой воде, какие-то, я не знаю, палочки, не палочки, бактерии какие-то. Так, и тоже идет как укрепление военного. То есть очень много сил будет и денег будет брошено на то, чтобы вот вооружение поднять. Так, насчет катастроф таких, да, то есть здесь особого ничего нету, но почему-то момент, как земля расходится, то есть как яма, большая яма появляется. Грузия. Сразу вспышки, сразу ножи. То есть это какие-то междоусобное что-то будет происходить. Еще проблема с урожаем. То есть, но здесь показали мелкие мошки и виноград. Да, ну вы знаете, что у меня ассоциациями показывает. То есть это вот именно, скорее всего, с фруктами будет что-то связано. Греметь дело, но здесь связано... Я слова эти не могу здесь произносить. Короче, унижение женщины. Вот так вот я просто скажу, потому что некоторые слова я не имею права произносить, да, в эфире. И тоже будет это довольно так громко все. Я только говорю то, что будет громко, да. И, кстати, а вот еще показывает Грузия, что там тоже какие-то контакты политические, совершенно какими-то новыми странами. И тоже экономическо-политические какие-то договора идут. Военные действия в Эстонии. Смотрите, по военным действиям никогда не могу сказать, потому что у меня не так показывают. То есть мне могут не показать просто-напросто. Честно говорю, признаю это. Сейчас посмотрим Эстонию. Обрушение моста. То есть картинка как обрушение моста. А вот в Эстонии как раз прекращение определенных договоров, то есть каких-то этих перекрытий, опять стенки ставят, то есть перекрытие с отоплением. Короче, показали по-простому, да, показали сосулька с крана. Так, смотрите, немножко сейчас Россию затрону. Во-первых, то есть, скорее всего, что да, то есть, если вы имеете в виду там где-то у вас, да, вот как Алтайский край или что-то, да, потому что показывает, человек в шаль кутается, значит, холодно очень будет, то есть, действительно холодно. Теперь следующий момент, то есть вас действительно там закрывают там железный занавес и все остальное, то есть это на самом деле есть. Еще показывают, что разрыв тоже каких-то договоров, но для меня это больше как Азия, то есть с Азией связано. Ну и ждите, много-много огня будет. Россия такая огромная, не так просто посмотреть. Так. Хорватия. В Хорватии, по-моему, президент женщина, да? Потому что женская энергия такая хорошая, то есть женщина. Теперь я могу ошибаться. Хорватия, то есть у вас идет, наоборот, приток людей, да, то есть уход именно там видно по всей, ну, это не беженцы, это приход людей. То есть вот в Хорватии как раз подъем экономики есть. Но все равно как пояса затягивают, то есть все равно где-то надо будет
Не настолько она еще цветущая. Интересно, что почему-то мне президента на велосипеде показывают. Попытка, это, смотрите, скорее всего, это то, что больше вот это вот к зеленым, да, то есть вот экология и все такое вот. В эту сторону страну пытаться вывести. Следующее, то есть это вода, то есть именно здесь море, да, у нас идет. И для меня очень много как зелень и пена. То есть это может, что проблема быть именно с морем. В Колумбии живете, да? Рамирес, скорее всего. Колумбия. Так, сейчас поля. И какой-то, как, я не знаю, это паразит, грибок, не знаю. То есть показывают, как кукуруза, да, и пшеница показывают. Я не знаю, выращивать такое или нет. Я думаю, что да. То есть, но здесь идет, как вот, знаете, вот именно на кукурузе какие-то, как черви. Вообще Колумбию показали голубое небо. То есть я думаю, что все там более-менее нормально будет. То есть как бы больших таких кардинальных изменений, скорее всего, нет. Так что здесь терпимо. Армения. Почему-то человека с флагом показывают. То есть человек, как вы знаете, когда поднимается, да, на гору и флаг. Кого-то тоже, скажем так, из известных персон здесь показывают нож в боку. То есть поэтому, что в бок прям нож как втыкают, да, то есть тоже какая-то попытка убийства. Блин, кошмар какой. Так, и еще момент, то есть какие-то тоже дело какое-то будет идти, связанное с больницей. Старая больница для меня. То есть там, ну, как знаете, как в новостях показывают, что старая больница. Какое-то дело такое будет интересное. Вообще еще были слова «смена власти». Ну, что-то как-то они так странно звучат, то есть смена власти. Я что-то сомневаюсь. Венгрия. Венгрия укреплять будет свои границы. Тут идет показ, как колючая проволока вокруг страны. Тоже произойдет взрыв. Но здесь показали, то есть я не знаю, теракт, нет, навряд ли как теракт, то есть какой-то странный взрыв, потому что идет пока дорогу, и прямо на дороге яма. То есть, ну, как взрыв. Кстати, вот к концу года Венгрия, скорее всего, будет где-то в подъемном состоянии. То есть именно вот здесь почему-то график кинули, и как страна поднимается. И ждите еще в Венгрии, у вас будет, по всей вероятности, новый налог, связанный с жильем. Так, Канада. Здесь идет забирание. То есть, ну, это силковые связанные, то есть это вот машины дальнобои, то есть что-то вот с дальнобоями, то есть показывают, как вот у человека 3 машины, да, грубо, одну забирают. Будут ужесточать правила по гражданствам. А вот в Канаде какую-то больницу построят прям огромнейшую. Очень-очень большая. То есть для меня больница, как будто она даже в землю идет. То есть вот и внизу, и сверху, то есть очень высокая. Как будто рекорд хотят поставить. Следующее показали люди в масках. Здесь маски одевают, да, то есть здесь может быть тоже процесс вот какой-то вот вирусный, как карантинный. Но это не то, что было. Еще какая-то, ну, эпидемия не эпидемия, но странно немножко для меня, для такой страны. То есть это какие-то насекомые, то есть насекомые, которые в квартире. Ну, не может быть, чтобы клопы там завелись, да, в таком количестве. То есть, ну, вот какая-то будет тоже такая, ну, не очень хорошая вещь. Нидерланды. Так, ну, первое, да, опять тоже ждите какого-то новый налог какой-то. Это первое, что. Следующее, это сейчас показали, знаете, вот эти вот, как в портах, контейнеры эти здоровые. Там открывают, и все, такой запах воняет, все, то есть что-то пропавшее. И говорят, они сами виноваты.
То есть это что... Сейчас, подождите. Будто какой-то будет договор с какой-то страной, с поставкой чего-то, то есть продукции. Ну, блин, мне рыбу показывают, но это, я думаю, так ерунда. То есть, и как, завезут тоже какую-то заразу. Вот именно здесь идет через воду. Ну, так, ничего такого, более-менее нормально. Камбоджа. А Камбоджа, вот там вот по ходу землетрясения будет, еще такое достаточно серьезное, тут больше катаклизмы. Так, это одно, а следующее тоже, смотрите, как люди, как митинги. Массовые увольнения. Вот Камбоджа как массовое увольнение для меня тоже. Больше Камбоджи больше не вижу. Так, Татарстан. Что Татарстан? Вы все равно все под одну, ну вот, просто-напросто под одну дудку все поете там. Без обид, конечно, но здесь идет все как одно. У вас могут быть проблемы с детскими садами, потому что здесь показывают, как дети. Наверное, штук 5 детей показывают, как дети вот именно с детского сада их, ну, погибают. Так, ну это, наверное, самое громкое, что будет. Больше ничего. Австралия. Австралия цветет и пахнет. Не переживайте, город я не буду смотреть, да, потому что целиком. Вот такого вот прям грандиозного, страшного чего-то. Вот куда надо будет ехать. Там идет какой-то, как у падеж скота, да, и все. Больше ничего вообще. Так что не волнуйтесь как раз. Так, Таджикистан. Таджикистан. Вас, походу, будут пытаться в нищету загнать. Это разделение, для меня как разделение будет именно, что среднего класса постараются, наверное, его убрать. Короче, показали, как обувь, да, у одних они как лапти, а другие прям золотом посыпаны. Так, реки. То есть, во-первых, да, засуха, да, будет, это одно, то есть в этом году, ну, как следующий год. Другое для меня как тоже как оползни, вот как вот там с холмов, с гор, да, спускается вот эта вот ерунда вся. Еще в Таджикистане будет что-то археологическое интересное найдено. То есть прям что-то там совсем такое грандиозное. Как поднимают, показывают, поднимают, из земли выкапывают. Болгария. Еще одно затопление. Как вот в этом году было. Еще раз будет что-то такое подниматься. Но здесь связано не то, что прям вот это вот природа, да, нет, это старые здания, то есть это, скорее всего, тоже опять какая-то дамба, что ли, прорвет. Так, ну смена валюты мы и так знаем, да, что будет. Что убирают левый и евро туда вводят полностью. Но здесь еще, знаете, что вот это выравнивание показывает, как где-то, наверное, середина года, то есть вот ценник, который был там дешевле, вот сейчас он поднимется, то есть это поднятие цен очень сильное будет. Так, и еще скачок идет для меня, как тоже стягивают, как военную технику. То есть вот самих действий я не вижу, а вот как стягивают, то есть как тоже увеличение. И опять небольшой такой скачок. И сейчас для меня это взрыв, большой взрыв, но связанное, то ли это танкштель, заправка, ну вот что такое, где топливо. Вот такой взрыв. Тоже поток людей туда стягиваться будет. Ну это переезды. Чехия. Чехия, у вас большие реновации будут связанные с архитектурой, то есть вот это как старое убирают, прям пока большие баггеры, как будто сносят.
И тоже будет на политической арене какая-то ерунда происходить. Знаете, что там? То есть, ну, здесь идет как недовольство людей, как вот перед парламентом собираются люди, да, тоже ходят вот это вот. И, кстати, и с сельским хозяйством будет стянуто все, будет связано. Потому что для меня тоже как трактора стоят, знаете, как вот это, скорее всего, вот, фермеры будут недовольны чем-то. И тоже показали в Чехии, интересно как-то, что одной рукой будут как давать, да, вот как вот повышение зарплаты там минимальное где-то, а в другой как сразу две руки забирать будут. То есть налоги, введение налогов тоже будет высокое очень. Так, еще просто такой момент, но здесь я это что будет какой-то новый автобан какой-то прокладывать у вас. Муж уже начали, потому что здесь идет для меня как новую дорогу совершенно вообще какую-то в левую сторону. И как тоже связанное с фермерством, как будут забирать земли, да, то есть там будут скандалы довольно грандиозные в этом плане. Турция, давайте-ка я вам сейчас скажу, потому что сейчас заговорила и сразу пошло. Смотрите, у вас будет связано тоже какой-то теракт достаточно большой, и связан он, скорее всего, с аэропортом будет. Потому что это аэропорт большой, очень большой. Теперь тоже какой-то много погибших людей, но это не аэропорт, это другое место, то есть погибшие люди. Так, землетрясение у вас будет точно какое-то большое, потому что и подъем воды, то есть там как будто одновременно все произойдет. Погибших будет много. Картинка отца показывает, как отец держит ребенка на руках. А у вас тоже Турция, но это вообще в другую сторону, да, еще показывает какой-то актер, то есть мужчина как вот тоже уходит на другую сторону, да, погибает. В какой-то момент поезд с рельс сходит. Пока все. Так, если что-то еще будет, естественно, я потом буду договаривать это все, да, но на этом все, мои хорошие. Опять повторюсь, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться, да, и делиться эфирчиком, то есть делиться этим видео.